Всем попривет, с вами я, Гадкий Викинг. И сегодня мы с вами поговорим о грядущих изменениях в игре Викинг War of Clans. Точнее, новые уровни скинов города, новый множительный размер штурмов в крепостях, а также ребаланс башен Ворона, башен Ярости и фортов в Хольмганге. Обо всем поподробнее я расскажу вам в этом видео. Поехали! Поговорим о гардах. Первый гард, о котором мы поговорим, это гард Тайны. Он улучшит свои характеристики аж в 3 раза. Улучшается он за камни Асгарда, а также звездные осколки. И показатели на максимальном уровне. Урон шпионов будет 900%, защита шпионов будет 900%, защита в нападении против 4-го тира 30%, и урон воинов 8-го тира 600%. А это уже очень-очень немало. Следующий гард, о котором мы поговорим, это гард прозрения. Он улучшит свои характеристики в 2 раза. И полную информацию на максимальном уровне гарда вы видите на экране. Он поднимается за рунические камни, а также звездные осколочки. Еще один скин города это гард неутомимости. Он также поднимается за рунические камни и звездные осколки. Максимальные проценты при улучшении гарда до 15 уровня вы видите на своих экранах. И, соответственно, улучшает он свои характеристики также в 2 раза. Не остался без внимания также гард восхода. Обещанный ребаланс случился. И, соответственно, улучшение характеристик показателей защита всех войск нас ожидает 1000%. На этом по гардам все. Поехали дальше к следующим новостям. Следующее изменение в игре это ребаланс количества воинов в штурме, а также подкреплений. Это коснется локаций как крепость, таких как место силы, форты в Хольмганге, башни Ярости, также башни в Мини-Асгард. Без изменения останется битва за Асгард 24 часа и битва за трон в Ютенхейме. Во всех остальных случаях подкреплений будет в локациях больше, но и штурмы станут сильнее. Насколько это приукрасит нашу с вами игру, мы скоро с вами узнаем. В табличке также вы видите размер бонуса в военном блоке. Как я понимаю и как мне довели до сведения, что это будут фиксированные бонусы уже именно в военном блоке. То есть эти бонусы переместятся с вкладки события бонусы именно в военный блок и будут уже фиксированы. Штурмы станут сильнее, подкреплений станет больше, динамика игры с каждым разом меняется. Насколько это приукрасит наше с вами времяпровождение в игре, мы скоро узнаем. Будет ли изменена более интересная ярость, будет ли более интересные баталии за места силы, а также сражения в Хольмганге, ну и соответственно в Мини-Асгардах. Нас ждет уже скоро. Мы с вами проговорили про информацию по скинам города, а также изменениях в штурмах. А теперь самое важное, что ждали многие. Это, конечно же, изменения по башням ярости. Как изменится башня ярости, какое будет наполнение, сейчас вам все покажу и расскажу. Как вы видите по предоставленной таблице на экране, есть наполнение башен до ребаланса и также после ребаланса. В первую очередь стоит заметить, что с 1 по 12 уровень башни увеличится только количество их, а наполнение останется прежним, но с 13 по 18 уровень увеличится как раз таки наполнение. Цифры там колоссальные, но поговаривают, что йотунов бояться не надо. Это сделано для того, чтобы башни приносили больше очей и, соответственно, больше осколков. На мой взгляд, это сыграет одну из важнейших теперь ролей в битве Королевств Ярость, и соревнование действительно приукрасится, так как башни теперь будут ценить все. Не забыли также про цитадели и башни Ворон. И здесь тоже яркие, позитивные и значительные изменения. Об этом мы сейчас с вами и поговорим. В цитадели клана в башне Одина изменений не наблюдается. Все остается по-старому. Как бы это не было удивительно, но в первой башне Ворона, а также во второй, тоже изменений не будет. Все это сделано, думаю, с целью того, чтобы все старались строить башни Ворона более высокого уровня. А если посмотреть вот на башню Ворона 3 уровня, а также 4 уровня, тут уже циферки значительно поменялись. Прибавилось количество Т8, значительно прибавилось количество 7 тира,
И здесь будет уже более интересно. Это дополнительные очки, это дополнительные осколки. Говорят, что цифр бояться не нужно. Так что скоро мы с вами ощутим уже новых йотунов. Насколько они приукрасят нашу с вами игру, насколько будут веселее отчеты. Ну и конечно же, проверим нашу силу. Сможем ли мы выстоять теперь против такой волны йотунов. Что касается Хольмганга, помимо того, что я озвучил ранее, это количество подкреплений, а также более сильные штурмы, здесь есть изменения и по наполнению йотунов в фортах. Здесь в некоторых случаях можно видеть, что наполнение в фортах будет в 10 раз больше, чем ранее. А это, соответственно, больше очей, больше осколков, ну и придется сражаться за форты более интенсивно и уверенно, чем раньше. Посмотрим, как это повлияет на игру в целом. Все это будет легко или просто, но изменения яркие, позитивные и очень-очень порадуют многих ребят. Соответственно, сейчас сражения на башнях будут максимально актуальны. Ну что ж, ребят, пришло время подвести итоги новостей. Что мы с вами сегодня узнали, увидели? Это новые уровни скинов города. Интересненько. Понятное дело, в игре всегда будет чем заниматься. У нас еще огромное количество скинов города, которые остаются пока еще на 6-м уровне. Следующие изменения это по поводу штурмов и подкреплений. Интересненько. Скоро потрогаем, пощупаем, попробуем и увидим, как это все будет работать. Наполнение башен ярости и фортов, думаю, все-таки перенесут теперь баталии именно в локации. И количество очей и также осколков там будет внушительно, за что придется сражаться. Ну и, соответственно, в нужный момент это приукрасит соревнования. Это раз. А также не забываем про то, что это может стать именно гарантом, как говорится, победы в соревновании. И теперь мимо локаций пробегать никто не будет, а будет уделять им должное внимание. Также в дополнение, ребят, небольшой бонус. Это по сезонному магазину, который у нас 42-й. Какое там наполнение. Сколько что будет стоить в рунических монетках. Ну и не забываем подписаться на коллегу-стримершу Starts Night. Перейти по ссылочке, которая будет в описании под трансляцией. Оставить там комментарий. Прожать лайкосик. Ребят, всем добра, позитива, крепчайшего здоровья. И скоро увидимся.